Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный торт «Шоколадный бархат». Торт, который буквально тает во рту, без использования сыра, сливок. Торт бюджетный получается, с необыкновенно вкусным бархатистым кремом. Итак, сначала приготовим основу для крема. 350 мл молока я отправляю и довожу до кипения. 150 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала и 8 грамм ванильного сахара я сейчас перемешиваю до однородности. Три яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм среднего размера и 150 миллилитров молока. Все это перемешиваю до однородности. И смешиваю все это сейчас с сухой смесью. Однородная смесь должна получиться. И иду сейчас на плиту и буду уваривать это все до закипания. Постоянно помешивая в центре ковшика, я добавляю туда всю крахмальную основу в горячее молоко. И теперь при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые вот такие пузыри, провариваю примерно еще 20-30 секунд и сразу же снимаю с огня. Теперь я добавляю туда 100 грамм темного шоколада, именно не молочного, а темного шоколада. Можно молочный добавить, но вкус не такой будет яркий у крема тогда. Шоколад 50-60% какао здесь. Перемешала все это очень хорошо до однородности. Выливаю сейчас в ту емкость, где крем у меня будет остывать до комнатной температуры. Не до холодного состояния, а именно до комнатной температуры. Накрыв пищевой пленкой, убираю его сейчас. Итак, приготовим бисквит. Здесь у меня 275 грамм муки, 50 грамм какао-порошка, 12 грамм разрыхлителя. Все это сейчас перемешиваю, отставляю пока в сторону. Пять яиц среднего размера, весом примерно без скорлупы, каждое яйцо по 50 грамм, щепотка соли. Яйца комнатной температуры, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю сейчас примерно 1 минуту, просто чтобы яйца все эти разбились здесь. И добавляю туда сейчас порциями 225 грамм сахара. И взбиваю сейчас после введения сахара примерно 3-4 минуты. Смесь должна увеличиться в объеме, стать пышной. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растопленного сливочного масла. Масло у меня 82% жирности. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Бисквит очень простой, но получается необыкновенно ароматный и вкусный. Его можно есть просто как самостоятельный десерт. Просто перемешали все миксером и выливаю сейчас в форму. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также вы можете использовать здесь круглую форму 26-28 сантиметров в диаметре. Выпекаю я этот бисквит в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия, режим верх-низ без конвекции, на среднем уровне. Выпекался бисквит примерно 40 минут, и во время выпечки духовку открывать нельзя, чтобы бисквит не осел. Когда бисквит у меня полностью остыл, вынимаю его из формы, и он сразу готов к работе. Он не требует здесь отдыха. Сразу прекрасно нарезается, очень шоколадный, очень вкусный, благородный очень на вкус бисквит получается. Еще раз повторяю, его можно кушать просто как самостоятельный десерт. Разрезаю его сейчас на 3 коржа, и шапочка мне тоже понадобится.
Конечно, здесь нарезать вы его можете любым удобным для вас способом, ножом, ниткой, струной, как у меня, то есть здесь это не играет никакой роли. Струной, конечно, очень удобно его разрезать. Очень часто меня спрашивают, где купить такую струну для нарезания бисквитов. Конечно же, во всех кондитерских магазинах она продается, и также в интернете вы можете посмотреть на сайтах, где продается все для выпечки. Шапочку от бисквита здесь я поломала, из нее я буду потом вырезать фрагменты для верхнего слоя в торте. Вы же можете оставить ее в целом виде и потом вырезать из нее уже такие длинные полосы, но удобнее, конечно же, с короткими полосками работать. 250 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю сейчас примерно 2-3 минуты до пышности и добавляю сейчас туда 2 столовые ложки с большой горкой какао-порошка, просто какао для выпечки. Какао-порошок у меня здесь не алкализованный. Все это очень хорошо прорабатываю миксером. Вот в этом и есть секрет бархатистости этого крема. Именно благодаря тому, что мы не провариваем какао, а добавляем его уже в масло. И теперь остывшую до комнатной температуры основу шоколадную я добавляю всю к маслу. И прорабатываю примерно вот так по 2 столовые ложки всю эту массу. Здесь очень важно, чтобы температура и масла, и заварной основы была примерно 25-27 градусов Цельсия. Тогда эти массы объединятся очень хорошо. Сразу хочу ответить, что крем этот, благодаря добавлению большого количества какао-порошка именно в масло, не будет таким стабильным, как многие шоколадные кремы, которые есть на моем канале. Это больше, я бы сказала, начиночный крем, но простые украшения, выравнивание домашнего тортика вполне можно этим кремом сделать. Итак, пропитываю я коржи обычной холодной кипяченой водой. Вы же можете пропитывать сиропом с какао, с кофе, кому нравится кофейная нотка в тортах, молоком. Можно пропитывать кипятком со сгущенкой, естественно, сахарным сиропом, но торт сладкий, поэтому я пропитываю здесь просто водой. В крем, конечно же, можно добавить коньяк, но я этого не делаю в данном торте, потому что этот торт на вкус получается просто мега бархатистым и шоколадным. И как бы коньячная нотка в этом торте, я считаю, неуместна. Но это все на ваше пожелание, на ваше усмотрение. Смотрите, кому как нравится. Здесь просто праздник шоколадного вкуса в этом торте. Я очень советую приготовить этот тортик всем любителям шоколадных десертов. Этот торт можно приготовить на любой детский праздник. Очень быстрый, очень простой торт. Здесь заварную основу можно сделать заранее, даже заморозить ее можно и нагреть ее просто до комнатной температуры и собрать с ней тортик. Готовится, как видите, очень быстро. Бисквит можно сразу же приготовить, охладить до комнатной температуры и сразу собирать с ним торт. Ставлю вот так уже в форму, либо же в кондитерское кольцо ставьте, если вы будете выпекать в круглой форме. Нарезаю остатки от шапочки, выкладываю их сейчас вот такими полосками на тортик. Здесь вы можете оставить эти остатки от шапочки такими длинными полосами. Так тоже можно сделать, кому удобнее. Просто мне вот так удобнее коротенькими выкладывать. Таким способом я могу тогда выбрать именно объемные части бисквита, а не совсем обрезки. Обрезки сейчас самые крайние я буду использовать уже для посыпки торта. Здесь из самых подручных средств можно сделать очень красивую начинку у этого тортика, то есть такую красивую в разрезе имеется в виду. Этот торт также очень красиво можно подавать как нарезные пирожные, то есть все на ваше усмотрение. Если вы захотите подавать как нарезные пирожные, его нужно достать из холодильника, сразу же в холодном виде нарезать и оставить постоять при комнатной температуре где-то полчаса. И убираю этот торт в холодильник минимум на 3 часа. Лучше убрать на ночь, тогда вкусы объединятся и торт будет необыкновенно просто вкусным. Снимаю сейчас форму и уже можно его нарезать.
Торт, конечно же, можно украшать по вашему желанию. Не обязательно здесь все это засыпать этой крошкой. Просто я здесь домашний вариант показываю. Очень красивый разрез, очень вкусный, очень сочный тортик получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.